День добрый, дорогие друзья! В этот жаркий июньский день мы вновь пришли в гости к Валентину Ипполитовичу Крупному, чтобы продолжить наши беседы об атомной энергетике. Все командировки за рубеж и в Советском Союзе, тем более сейчас в Украине, для ознакомления с опытом. А по СИПу, когда мы работали, то СИП рисовался у нас там. То есть поездки за рубеж чисто рабочие. Так вот, по Франции, по Байону давай. Значит, первый раз 75-й год. И вообще, давай по технике сначала я буду говорить. Значит, в 75-м году, когда мы были, обычно у нас ездило человек 8-10, вот так вот в этом количестве. Так вот, первая поездка в 1975 году, она была недостаточно информативная по исследовательским аппаратам. Мы были там, на Фениксе были. Водили нас, как экскурсантов. Блочный щит, там общие виды какие-нибудь. И рассказывали, как журналистам. Взагали. В общем, потом, когда мы второй раз поехали, я вообще понял, почему такая разница огромная была. Вот второй раз в 1984 году поехали, тоже были на Фениксе, на Супер Фениксе. И отношение было к нам, возглавлял Троянов, это научный руководитель по Байону, СФИ. И отношение к нам было как к специалистам, которые что-то знают сами, а 1984 год – это 4-й год эксплуатации Байона. И приехали посмотреть, а что ж у вас делается. Очень много показали в комиссии атомной в Париже уже. Нам очень подробно рассказали про переработку ядерного топлива. С цифрами, много цифр передали. По крайней мере, то есть мы не скопом ходили. Вот на Супере и на Фениксе, когда были, то я один там лазил, парогенераторы ходил смотреть. Потом эти трубопроводы, натриевые меня подвески интересовали, там сейсмостойкие у них. То есть совершенно другое отношение было. И вот та поездка была, конечно, полезная. А теперь о качестве информации. Я сказал, по топливу они очень подробно рассказали. В Союзе и в России сейчас переработки топлива нет, байоновского. А во Франции у них реактор не пошел, а переработку они хорошо сделали и перерабатывает топливо. ВВР сейчас перерабатывает, но и байоновское тоже перерабатывали. Какую информацию мы им давали, и что в 1984-м они нам дали. По указанию КГБ мы иностранцам, всем иностранцам, французам тоже, выдавали, как это аккуратно сказать, недостоверную, ложную информацию выдавали. Я, например, на встрече с иностранцами всегда брал с собой бумажечку такую, где у меня написано, а сколько модулей у нас вышло из строя. Потому что цифру всегда занижали. И я с КГБшниками договаривался, что нельзя, ребята, одну и ту же цифру говорить несколько лет. И поэтому чуть-чуть добавляли. Но всегда было меньше, чем фактом. Кроме этого, это я не знаю, с какого бодуна они придумали. Я говорил о том, что у нас проблемы с поворотными пробками. У нас никогда не было, когда я работал, никогда не было проблем. А вот в нулевых годах, да,
То есть КГБ накаркал. Вот. Были проблемы с поворотными пробками. Хороший ремонт у них там был. Я, конечно, не могу судить о том, что, скажем, французы чистую правду нам говорили. Вот. Но они выдали значительно больше информации, чем... Вот. То есть, подожди, по поворотным пробкам это КГБ говорило, что Что у нас проблемы, что там заедание бывает. хотя на самом деле их не было. Не было ничего, у нас они вот работали, отлично работали. До вот 80, не до 85-го, а где-то в нулевых годах уже... На самом деле появились проблемы. Да, на самом деле появились. Только, то есть, или они очень далекоглядные товарищи и знали, что будут проблемы, или накаркали. Так вот, еще раз повторяю, меня пустили и к парогенераторам, то есть я был не только на блочном щите, вот, а вот иностранцам мы только блочный щит, маршзал, вот, и центральный зал сверху там посмотреть. Это в 1984 году. Вот. И по 1984 году еще, уже когда мы улетали, вот, переводчица была с нами, вот, и когда мы улетали, с ней еще мужичок был один. А у меня, я не помню, или сумка, ну, чемоданом я не пользовался, ну, сумка какая-то была. Вот. И этот мужичок к моей сумке свой кейс представлял. Вот. Я когда это увидел, сумку взял, переставил. Он кейс туда же рядом поставил опять. Поэтому что он хотел, или засветить мне чего-нибудь, ну, у меня ж ничего не было. 84 год, техника у нас была, конечно, на высоте, советская, поэтому... Шпионские штучки. Но то, что вот я сам там лазил, их службе безопасности это галочку поставили. Ну вот так. А по технике. в чем различие французского варианта? Различие в БНах? Французские и наши? Ну, у них перегрузка другая, у них там рука работает, у нас поворотные пробки. Вот. Это несущественные отличия. Парогенераторы у них корпусные, у нас модульные были. Вот. И а компоновка? Все, по-моему. Зоны одинаковые. То есть шли примерно в одном направлении? Да. То есть, ну там ничего такого не обращало на себя внимания. Вот, чтобы вот, ай-яй-яй, у вас или плохо, или наоборот, ай, как хорошо. Вот, очень похоже все. Вот, вот эти подвески, опоры, ну подвески это трубопроводов натриевых, вот, у них сейсмостойкие, так называемые. Ну вот я ходил, смотрел их, ну тоже. Ну не для нас. Зачем нам на Ура есть сейсмостойкие подвески? Вот, поэтому не. А прекратили они из-за парогенераторов? Вот. А теперь вот давай по этим, по срокам я специально взял. Вот. Феникс, его, он в 73-м пустился, вот, 250 мегаватт мощности электрической. Вот, в 73-м пустился и только в 2010 году остановился, в 2010-м. Вот. Это сколько получается? 37 годов срок отработал. Да. Вот. Остановили они его с тем, что на его месте Астрит, сейчас тоже такой опытно-промышленный, исследовательский. Вот что на Западе, во Франции, у американцев, они очень много внимания уделяют исследованиям, опытным отработкам. Вот. В Союзе, вот, ну, Украине про Украину сейчас говорить нечего, тут ничего своего пока нет. Вот. В Союзе вот, сразу запускают вот, в Шевченке 350 мегаватт. Вот. Ну, БОР-60, будем говорить, исследовательский в Меликесе был. Но то, что вот они в Меликесе исследовали,
нам Не пригодилось. ну, просто они нам ничего не передавали. Я не знаю, что они там наисследовали. Вот. Ну, может, научный руководитель что-то и в своих работах у нас учитывал там. То есть я плохо знаком с работой БОР-60. Так вот, у них Феникс, они к 23-му году собираются вот этот Астрид запустить на месте Феникса. А Астрид это Ну, тоже следующее быстрый, поколение? ну, называется так. Ага. Вот. Тоже быстрый. Мощность я не помню, не попалась мне на глаза мощность Астрида этого. Вот. Но на той же площадке. Не, ну сам факт, да, интересный. То есть они то оборудование уберут, На этом же и месте. на То этой же есть, площадке, в тех же помещениях. тут другое, Ага. вот, на что обратить внимание. Остается персонал, вот, остается инфраструктура вся. Вот. Поэтому нет, то есть нет перерыва в поколениях. В персонале, да. Вот как у нас на Знания. Боине 800 В произошел. опыте. Да. Вот. Там прошел, из-за того, что очень долго разрыв был, вот, потеряли. Мы ушли, а те пришли зеленые совсем, те, которые сейчас пускали. Вот. По то есть по Фениксу остановились они по возрасту. Вот. Ну, И да. на этом месте будут делать. То есть Франция не прекратила работы по быстрым реакторам. Вот. По Суперфениксу в 85-м они пустились, в 97-м остановились по парогенератору. Ну, у него и мощность была У них 1200, по-моему, да? Или 1200, да, хорошая мощность была. Вот. У них не пошел парогенератор, и они, ну вот нас спасло, что у нас модульные. Вот. Вышел модуль, выбросили, новый поставили. А там корпусные большие парогенераторы. Не пошел парогенератор, и плюс к этому, чего в Советском Союзе не было, вот, общественность начала возражать против быстрых реакторов. Вот. По Суперфениксу, кстати, ракеты стреляли. Общественность там грамотная. Вот. Вот. Это в 90-х годах где-то, когда я там был. Он стоял уже. То есть это значит после 97-го года. Вот. Нам показывали в главном корпусе, ну, выщербанка такая. Что, прям боевыми ракетами? Или Ну, я не знаю, какими ракетами. Они горят ракетами все. Да? Ну, говорят, французы так говорили, что стреляли ракетой. Вот. А то, что я видел, это на бетоне выщерблено. Вот. Ну, вот такое какое-то. Вот. Поэтому Суперфеникс, то есть они с топливом очень хорошо. Впереди планеты все сейчас, они по БНовскому топливу, по переработке. Вот. А вот с парогенератором, конкретно по Суперу, у них неудачно. А в чем особенность переработки именно БНовского топлива? БНовское, ну, оно высокого обогащения, это раз. Вот. Второе, в отличие от ВВРовского, БН специально для накопления плутония создается. Вот. Поэтому в топливе плутония ну, больше процент, величина больше. Вот. Ну, видимо, в радиохимии какие-то есть отличия, это я уже не знаю. Вот. То, что Союз, а сейчас Россия до сих пор не могут запустить переработку БНовского топлива. Вот. В Челябинске они перерабатывают, то есть выделяют плутоний из промышленных этих военных реакторов. Там. А БНовское... У нас, кстати, секреты, да? Вот. Наше топливо с БН-600, вот, еще когда я работал, вот, Челябинск с удовольствием забирал, потому что они из него выделяли 35-й уран, вот, и дальше его уже реализовывали для тепловых. Вот.
А поскольку у нас большое обогащение, то они много урана получали. Вот. Но я думаю, что в Союзе и в России сейчас просто недостаточно внимания уделяют этому. На мой взгляд, это единственная причина. Насколько перспективно вообще развитие БН? Надо ли? Нет, надо, это точно надо. Вот. Потому что, правда, про запасы я вообще хочу поиздеваться немного над прогнозами. Угу. Еще во времена Хрущева был лозунг, что нефти хватит до нулевых годов, до 2000 года. Вот. Ее почему-то все есть и есть. Вот. По урану сейчас такие же там прогнозы, что урана с теми темпами, которые сейчас развивается атомная энергетика, хватит там на 150-200 лет, а дальше. Вот. А если запустить цикл с быстрыми реакторами, то эта наработка плутония, это тысячи. То есть мы... Но это плутониевый реактор надо создавать. Сейчас, одну минутку. На что надо обратить внимание. В уране 35-го делящегося урана 0,7%. Остальное 38-й, который не участвует в делении на тепловых реакторах. На баяне, на быстрых нейтронах, в 38-м образуется плутоний. То есть 38-й уран вовлекается в цикл. Вот. Сейчас из этого запаса урана используется 1%, 0,7%, 1%, а тогда 100%. То есть за счет энергии быстрых нейтронов уран-38 участвует в процессе. Да. Поэтому быстрые, в принципе, конечно, нужны. Опять-таки, если атомная энергетика останется, вдруг изобретут какой-то новый вид энергии, и атомная энергетика, так же как тепловая, уйдет в историю. Здесь возникает другой вопрос, который может испугать непосвященных. Наработка плутония, кошмар, это же оружие, атомные бомбы. Уран-35 тоже атомная бомба. Первая атомная бомба, 35-й уран. Поэтому, делящееся вещество, его можно и бомбу сделать, можно... Так, а как можно использовать наработанный плутоний в атомной энергетике? Так же самое изготовление твелов. Вот. Но поскольку сейчас изготовление твелов идет на практически чистом, он не светит природный уран, и 35-й тоже там небольшие. Вот. А с плутонием там значительно все сложнее, там защита должна быть. Все дистанционно, естественно. То есть топливо уже будет, предполагается, плутониевое. Да. Но это... Хотя сейчас продолжают работать БН-600 и 800 запустили на уране. А это топливо на каких реакторах может использоваться? Плутониевое? На любых и на этих самых. ВВР? На тепловых тоже. То есть быстрый реактор увеличивает сырьевую базу. Причем увеличивает не просто на порядок, а почти на 2 порядка. Поэтому при наших современных этих подходах это заманчиво, да? Заманчиво. Но сейчас они не нужны. Вот сегодня, завтра быстрые реакторы не нужны. Просто нужно отрабатывать технологию всю эту, изготовление. Вот. Но опять тут опыт БН-800 показал, что этот разрыв мы закончили в 80-м году, а они в 14-м начали попытки пускаться. 80-м, 20, 30 лет. Разрыв. Подожди, ты же сказал, закончили. Что закончили в 80-м? В 80-м пустили? Изготовление всякие. Мы пустились, а конструктор, проект, изготовление закончилось. А
они пускаться начали в 2014 году. Вот. Поэтому вот этот разрыв у конструкторов, у проектантов и у завода 20 поколения ушло. Больше 20 лет. Вот. 20 лет, нет, 25 это одно поколение считается по статистике. То есть ушло одно поколение. И поэтому на 800-ке там же не хочу разговаривать. Так нельзя пускать. Почему они сейчас на меня там все обижаются, начальники, директоры, твои коллеги по информации. Вот. Нельзя так пускать. А как ты стал генеральным конструктором БНов? Так в 1984 году вот, была опять комиссия, я был назначен головой комиссии этой, по проверке БНа и Билибина. Ну, Билибина к нам близко, вот, поэтому... Ну да, ближе всех. Да, поэтому и Билибина. Проверка соответствия вот этих блоков вот, правилам современным, ну, 1984 года, правилам. Как-то совместили вот. Билибина и Белоярку. Да это не страшно. Ну, там белоярцы тоже же на Билибине все наши. Вот. Я, естественно, не помню результатов этой комиссии. Какие-то эти предложения мы, конечно, писали, вот, что надо поменять. Вот. Но я не для этого говорю. А по РБМК, значит, в 1984 году то же самое было. То есть все реакторы были, и ВВР, и БН, и РБМК. Вот. В 1984 году. Так в 1984 году наши славные научные руководители, конструктора и эксплуатация допустили Чернобыль. А уже знали ведь, ну, Фатахов рассказывал там, да. Уже знали, вот, что реактор по физике, ну, не совсем хороший. Да, мягко говоря. Да. Ну, никаких мер не приняли. Хотя официально была комиссия для того, чтобы сказать, что, ребята, надо делать. Вот. Я уже не говорю о том, что когда в 1975 году Ленинградская была, и тогда ничего не приняли. И смене даже, эксплуатации даже не довели до ума. Рыжков на первом политбюро, вот после этой Чернобыльской аварии, правильно сказал, вот, это виновата наша система. Вот. Так, теперь по этому. Так вот, со страху. Когда Чернобыль произошел, вот, то ЦК КПСС под впечатлением от Чернобыля решили, как в авиапромышленности, создать генеральных конструкторов. Меня вытащили в это бюро у Щербины, бюро по энергетике и топливу при Совете Министров. И это бюро возглавлял заместитель председателя Щербина, вот, который потом здесь на Чернобыле работал. То есть не потом, а он на Чернобыле работал, я же уже был в этом бюро в 80, скорее всего, конец 87-го и 88-й год. Так вот, значит, было желание создать в атомной энергетике тоже генеральных конструкторов, вот, по направлениям ВВР, РБМК, БН и АСТ. Тогда они начинали строиться. АСТ – это станция теплового снабжения. Она, кстати, в Воронеже почти готова была, но ее потом остановили. И вот по этим направлениям, то есть я, поскольку в Челябинске БНы, которые там должны были строить, уже закрыли, вот, и мне, по сути, в Челябинске делать-то уже нечего было. Вот, и поэтому меня, ну, я очень долго, часто летал в Москву, вот в это бюро, и писал положение о генеральных конструкторах. Вот. За основу, конечно, взял положение про авиацию. В удостоверении написано 20 июня 1988 года назначен я. Вот.
Первый и последний. Вот. Уже когда меня назначали, я уже, ну, там же крутился, видел, слышал, что там делается. Ну, уже у меня появились сомнения, а зачем это мне добро-то? Вот. Потому что, когда это мыслилось, и когда положение писали, должна была быть структура какая-то при этом генеральном конструкторе. И по БНам я с фаишниками договорился, и мы хотели у них разместиться на ФАИ в Обнинске. А вот когда это уже сварилось, меня размещали, меня одного, вот, размещали в атомэнергопроекте города Москвы, которого никакого отношения к БНам не имеет. И в Москве вообще никто БНами не занимается. Научный в Обнинске, конструктор в Горьком, проектант в Ленинграде. Поэтому сразу же, вот как меня эти корочки выдали, я начал уже эпопею, будем говорить, по увольнению. Вот в июне, вот, а в феврале 89-го меня уволили. Вот. Зарплату не платили, конечно. То есть зарплату мне платил комбинат. Так, значит, первое, что там написал, ну, я у Щербины с ребятами там советовались, как написать. Там же еще было важно, какую причину. Истинную причину-то я говорил, а написать-то без толку, ее никто не пропустит. Вот. Что бесполезно уже создавать этих. От того, что они задумывали со страху, потом они отдумались. У Легасова, кстати, та же самая история была. Вместе с нами создавали для него институт по безопасности взагали. Не только по ядерной безопасности, а по всяким безопасностям промышленности. Но я-то увольнялся и знал, что я на Чернобыль иду. У него другая ситуация была. То есть ему хлопать дверью, а куда уходить. Вот. Так вот, у меня были мучения заявой. Она ж в Кабмин должна была выйти. Вот. Ну, в Совет Министров. Значит, первое, что мне эти ребята у Щербины посоветовали, напиши, что ты не согласен с зарплатой. Вот. А с зарплатой там действительно были разговоры, когда положение делали. У авиа 700 этих самых рублей было, а нам давали 600, по-моему. Он написал по зарплате у бюро Щербины. Это одобрили, хорошо, пройдет. Вот. А дальше должна быть виза министра, который от нее эту выдавал корочки, пана Луконина. Я с ним, ну, по крайней мере, месяц точно не мог никак встретиться. Так вот, когда министр уже занялся мною, вот, мне сказали, что за заявление, переписывай. Вот. По болезни жены не можешь в городе Москве работать. Вот так вот. И по болезни жены прошло, что по болезни жены, это, кстати, насчет карканья, ну вот, и бабуля в конце концов заболела. Вот. Поэтому не надо выдумывать чего-то. А в принципе, ну я еще раз просто повторю, что говорю. Вот. Этот институт генеральных конструкторов по направлениям атомной энергетики, он был создан, ну, если не говорить так с испугу, то он был сгоряча создан людьми, которые очень плохо разбираются в самой системе атомной энергетики. Вот. Ну, издали это распоряжение, начали, ведь всех подобрали, на РБМК Шишарин шел, на ВВР этот Игнатенко, на СТ там с Горького парень, я его не знаю. Вот. И всех подобрали, со всеми беседы были, меня назначили, поскольку я там крутился у них. Ты успел оформиться? Да, не успел, а они меня успели оформить. Меня уже когда оформляли, то я уже сообразил, что это все не то, что в положении написано. Вот. И поэтому без радости я эти корочки получал и сразу же начал оформлять заяву на увольнение. Вот.
Хотя вот сегодня я, кстати, вот сейчас вот я, когда разговариваю, я подумал, а чего я вообще говоря оформлял эти увольнения? Ну, пускай корочки будут. Мне все равно зарплату не платили. Ну да. На рабочем месте я никогда не был. Там Тебя же оттуда не увольняли с Да. комбината. Вот. Но, с другой стороны, видимо, меня бы тогда в Чернобыль не назначили генерального конструктора в Чернобыле. Ну, в общем, вот так вот. Было вот так. Так, а предложение в Чернобыль ты получил параллельно с... Нет, Чернобыль не продолжение получил, а я попросил, что давай в Чернобыль. Вот. То есть, что когда... я говорю с Филимонцевым, с начальником Союзэнерго, я строил, эксплуатировал, а теперь давай поснимаю с эксплуатации. Весь атомный цикл пройду. Вот. А подожди тогда, да как ты в Челябинске оказался? Не, ну это опять разговор уже не на 30 минут. Вот. Если коротко, то в Челябинске я из-за Чернобыля оказался. Вот. Потому что к нам в Энергодар авария была в субботу, вечером в субботу вот, приехал охранник на своей машине. Вот. В воскресенье уже с десяток, я не помню количество, но уже приезжать начали. Вот. В понедельник, когда Ожирков был во время аварии на станции, там был сбор замдиректоров по кадрам. Вот. Жирков вышел в понедельник на работу, вот, Верховецкий, наш РБ, вот, он говорит, давайте его проверим. Я еще руками разоружу, зачем проверять-то? Спрашиваю, ты где был? В гостинице. Вот. Никуда не ходил? Не. Вот. И говорит, а в Чернобыле с утра усиленно мыли улицы. Вот. Ну хорошо, ребята чистоту любят. Вот. Но они его проверили все-таки. Вот. У него десятки тысяч бета были здесь вот, на халявах внизу. Вот. Плащ тоже был запачкан. Вот. Ну и поскольку там вся табличка была, вот, то в понедельник, днем понедельника, вот, мы на Запорожской атомной уже знали, что реактора там нет. Союзатомэнерго, когда я туда звонил, дежурные молчок, звони Веретенникову. Вот. Звоню Веретенникову. Вот. Веретенников тоже, что там случилось, не говорит, а мне говорит, а вы у себя там водород проверьте. Я говорю, где там? Ну, обычно в Морзале может быть водород. А он мне говорит, в Сузах где-то, в этих бачках там сливных, в Сузах проверьте водород. Ну, проверили, нет его там, конечно. Поэтому в понедельник мы уже понимали, что там реактора нет, и к нам приехало порядка до 20 человек станционников. Вот. А остальные 1200 было у нас. Это с города люди. Вот. Я думал, несколько сотен, 1200. 1200 человек было. Кошмар. Я же очень серьезно тогда занимался, селить-то некуда. Вот. Наши, ты же знаешь, не жили. Оперативники по общагам. Да, жили, каким общагам? По селам жили. А эти, причем они же эвакуированные, пострадавшие, к ним такое отношение тогда было. Вот. Так я с воинской частью там договаривался, давайте большие палатки эти, давайте хоть как-то расселим. А потом я с ними, я же советский, они как появились, мы у них сразу партийную организацию сделали. Коммунистов там было полно, сделали партийную, профсоюзную. Вот этих 1000 человек, которые. Вот. Потом 2 или 3 мая нас собрали в Москве примерно рассказать. Были уже ребята на Чернобыле, Союзэнерго, Прушинский, которого ты знаешь, был там. Вот, привезли журнал оперативный оттуда. Вот. И наши рассказывали, что конструкция
виноват аппарат. Вот. Средмаш говорит, виновата эксплуатация. И это вот до сих пор так Да. и идет. Вот. И с самого начала так и пошло. Поэтому я когда оттуда приехал, вот, я же всегда собираю наших начальников цехов, смену я всегда собираю, начальников смен. Вот, и всегда рассказываю. И в тот случай я обязательно им, нашим, все рассказал. А потом собрал эвакуированных этих в ДК. Вот, и им то же самое рассказал. И рассказал о причинах. И ты бы видел там, какой поднялся крик. Вот. Там какая-то женщина была, техника безопасности на ЧАЭСе, выскочила на сцену, вы нас обвиняете, что мы взорвали реактор. Но я говорил, что причины-то две. Да. Но они вторую не услышали. Абсолютно. Вот. Потом какой-то профсоюзный деятель из ЦК профсоюза, почему-то там тоже оказался, тоже вышел. Вот. После этого они сели, написали, что директор их обвиняет в том, что они станцию взорвали, не расселяет нас. Зажал жилье. И к нам приехала ЦК КПСС, ВЦСПС, Совет министров. Я уже не помню. Разве что Горбачев не приехал. Горбачева не было. Я же говорю, остальные все. Но его указания были. А возглавлял все это дело инструктор ЦК от Лигачева. Сейчас вспомню фамилию. Вот. Его после этого отправили первым секретарем на Караганду. Вот. И где-то через год его оттуда сняли, потому что там забастовка шахтеров, и его сняли оттуда. Вот. Так вот с этим инструктором у нас вообще отличные были. Первая встреча, он на меня начал шуметь, что вы себе позволяете, как вы это самое. Вот. Очень быстро перешли к конструктивному разговору. И вот когда был секретариат у Лигачева, вот, и мы там полдня в коридоре стояли, стульев не было, стояли, ждали, когда нас пригласят на секретариат, он ко мне несколько раз подходил и говорил: Валентин Ипполитович, на секретариате скажите, я все понял, больше не будет. То есть голову пеплом посыпать, да. Я виноват, простите, пожалуйста. Я, видимо, так красноречиво ему мотал головой, он ко мне подошел, говорит: ручка есть? Вот. Я говорю: нет, нету. Вот. Бумага нету. Вот. Он что-то свое достает, такая небольшая писуля, и пишет на ней. Вот. Что я должен сказать? Вот. У меня также кармашек, я ее сюда сую, и только в Энергодаре уже вытащил. А там, конечно, начал рассказывать. Мы же, я не знаю, ты знаешь или нет, мы же только получили машину с радиационной разведкой. Внешняя дозиметрия, воду мерили. Так мы вверх по Днепру отправили эту машину. Вот. И я им там, Лигачеву этому объясняю, почему мы отправили. Потому что, говорю, у нас в сентябре эта грязь придет, а мы с Днепра пьем воду, поэтому надо какой-то сорбент загружать. Вот. А у них уже, это же июнь был, уже все решено, все нормально. Вот. Все под контролем. И Лигачев правильно сказал, такому директору нельзя доверять. Слишком своевольный. С июня мне предлагали, с ЦК это ребята, предлагали главным инженером на Ростовскую, там ВВР, я говорю, какое, куда мне еще предлагали? Кочура, который второй секретарь у Щербицкого был, он мне предлагал, что мы вас устроим тут мы сейчас регулирующий орган создаем, и туда вас руководителем возьмем, регулирующий орган в Украине. Вот. Но это так болтовнёй и осталось. А я сам, БН же пошли в Челябинске. Вот. Договорился, поехал в БН. Планировались, да? Так не только планировались. Там площадка была. Там 3. Они забетонировали, нижние плиты уже были сделаны на всех 3. А что там планировали? Какие с мощностью? БНы? 800. По 800, 3 блока? Да, 3 блока по 800.
Вот. Но Челябинск, ну хорошо, полезно. То есть я посмотрел изнутри, как Средмаш работает. Структура у них отличная. Я же все пытался здесь ее. Вот то, что мы были обособлены подразделение, объект укрытия, это Средмаш. Если мне память не изменяет, там же потом эвакуированы или от них было письмо, чтобы тебя не оставили? Было, много чего было. Писали наши, вот, писали эти эвакуированные, не эвакуированные, а парторганизация этих эвакуированных писала в ЦК. Вот. Этот Мардин, который атомной энергетикой в ЦК занимался, он звонил Веретенникову, вот, и говорил Веретенникову, что вот есть обращение Майорцу, министр, который был, вот, Майорцу, скажи, чтобы он вышел на Легачева, вот, ну и походатайствовал. Веретенников сказал: вы заварили кашу, вы расхлебываете. Логично. Вот. Ну, а они как расхлебывали? К Легачеву, конечно, никто из них вот, Доступа не имел. Да и не хотел. И не хотел. Да. Вот. Вот. Вообще ЦК интересная вещь была. Когда вот я летал на этот секретариат, это июнь был этого 86-го года, летели мы вместе с первым секретарем в Запорожье, Сазонов. И Сазонов мне говорит, вот, пришло это указание ЦК КПСС готовить Припять к учебному году, завести туда детей, ну, вернуть в Припять население. Вот. Это мы рядом с ним сидели в самолете. Я к нему поворачиваюсь, и, ну, ругаться с секретарем-то неудобно. Но говорю ему: да вы что? Да это ж вообще, говорю, ну, абсолютно нереальные вещи. Как вы там думаете, чем вы там думаете? Вот. Вот. Так что было такое указание. Вот. Но, слава тебе Богу, не пытались никого вести туда. Вот. Вот. Поэтому, ну, командная система, это, она, конечно, и плюсы свои. А с другой стороны, сейчас вот говорят, ну, многие так говорят, что с этой аварией только Советский Союз мог справиться. Ну, в принципе, да. Вот. Тот Советский Союз, ну, мог справиться с такой аварией, там чисто командная система. Лично я-то думаю, это Япония-то, ну, справляется, ведь нормально. Вот. То есть нужно иметь нормальную систему управления. Вот. И можно тоже с этой аварией. Тем более, если говорить про Чернобыльскую аварию, то ведь до сих пор, а сколько про это разговаривали вот среди руководства всякого, вот, а до сих пор нет анализа, вот, как ликвидировали аварию. Нет такого анализа, потому что там напахали тоже прилично по этой командной системе. Вот. Кстати, когда Чернобыль произошел, вот, у нас вот эти пленочные поразбирали с обкома, с исполкома, вот, Запорожья. Вот. Вдруг испугались радиации в Запорожье. Карандаши были очень... Ну да. Ходить с карандашом, но как бы ты защищен. Ну что ж, давай на этом мы закончим. И в следующий раз уже перейдем к чернобыльской теме. Ну вот и закончилась очередная встреча с Валентином Ипполитовичем. И я очень надеюсь, что услышанная информация для вас была интересна и познавательна. В следующий раз мы перейдем уже к чернобыльской теме, которую, я уверен, многие из вас ждут. Будем жить. Когда пришел на объект, с чего я начал? Инвентаризация.
А ее никогда не проводили. Я помню это, Суворов как возмущался. А у него же свинца было, мама моя Да и родная. нержавейки, свинца Зачем, бывало. Валентин Петрович, ну зачем это?